мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу показать вам эффективные упражнения на каждый день, которые помогут вам убрать носогубные складки, убрать морщинки над верхней губой, а также убрать наметившиеся брыли, и все это очень просто, легко, и кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь, мои дорогие. И речь сегодня пойдет, конечно, об интраоральном массаже, который эффективен, который очень хорошо работает и очень легко в домашних условиях именно бороться с возрастными проблемами, которые каждая женщина, конечно, встречает на своем пути. И, в общем, мои дорогие, проще говоря, скажу о том, что тот курс массажа, который я прошла, он, конечно же, платный, но вам, естественно, я расскажу о тех упражнениях, которые я делаю каждый день, естественно, бесплатно. Они очень простые, эффективные, если вы будете ежедневно делать подобные упражнения или что-то выборочно для себя, приняв к уходовым процедурам, думаю, что вы с легкостью справитесь с такой проблемой возрастной, как носогубные складки, морщинки над верхней губой, а также вы можете вполне эффективно бороться с образующимися брылями. Для этого вам нужно, конечно же, чистые руки, разогретое масло, массажное масло, либо оливковое или подсолнечное, но главное, чтобы это масло было хорошо разогретым. Конечно же, начать процедуру нужно с того, что кожа лица должна быть хорошо очищена, ручки должны быть очень хорошо вымыты и очень хорошо очищены. Конечно же, перед этой процедурой обязательным моментом является то, что вы должны хорошо почистить зубки, но и не только зубки, но и десна, потому что массаж интраоральный, конечно же, предусматривает проникновение на слизистую оболочку, то есть вы будете прорабатывать все свои мышцы, все складочки, разглаживать и разминать все свои спазмы, которые происходят в мышцах именно изнутри. Все, конечно, морщины, особенно что касается носогубной складки, происходят не только потому, что происходит залом за счет ороговевших вот этих клеток, которые вы вовремя не убрали, но и за счет того, что происходит внутренний спазм мышц. И чтобы определить состояние ваших внутренних мышц, нужно, конечно, произвести диагностику. Как я уже сказала, это все должно происходить чистыми ручками, на очищенную кожу и с применением очень хорошо разогретого масла. Несколько капель капаем. Хорошо растираем между ладонями. Очень хорошо будет сказываться на самом массаже тот момент, что у вас не будет длинных ногтей, то есть длинный маникюр повредить может слизистую оболочку, она очень тонкая, она очень нежная, поэтому если вы любительница коротких ноготочков, то вот этот массаж супер вам подходит. В общем, производим диагностику, что является спазмом наших мышц. Это уплотнение, это узелочки, которые вы можете легко нащупать сами. Этот процесс визуально не очень эстетично будет выглядеть, но это, я думаю, малые такие неудобства, которые могут возникнуть в процессе всего этого массажа. Смысл массажа состоит в том, что вы проникаете вовнутрь рта. Давайте сначала расскажу технологию. Вовнутрь рта и прощупываете состояние ваших мышц на ощупь, то есть изнутри и снаружи. Происходит это вот таким образом. Вы можете сделать эту диагностику самостоятельно, и впоследствии это вам поможет для того, чтобы ваш массаж был более точечным, был более целенаправленным, для того, чтобы вы знаете, где расположены ваши вот эти спазмы, ваши эти уплотнения. Вот именно этот массаж направлен на то, чтобы эти уплотнения рассосались в итоге и для того, чтобы эти уплотнения исчезли. Подобный спазм мышц вызывает дополнительные складки, дополнительные морщины. Это все, с чем, собственно говоря, и борется этот самый массаж. Делаем это вот таким образом.
После того, как мы провели диагностику, мы для себя поняли, где расположены наши уплотнения, узелочки. Перед самим массажем, конечно же, нужно разогреть наши мышцы. Это происходит за счет подавливания, размягчения, разминания. То есть мы разогреваем наши мышцы изнутри. Вот таким образом. С обратной стороны то же самое делаем. Затем мы начинаем как бы разглаживающие и точечные нажатия на те узелочки, которые мы обнаружили. Круговыми движениями начинаем разминать. Разминаю, разминаю. С обратной стороны то же самое делаем. Кстати, все вот эти вот процедуры, каждая из упражнений проделывается на счет 10. То есть досчитали до 10 с одной стороны, затем досчитали до 10 с другой стороны. Кстати, подобным способом можно и делать профилактику возникновения опущенных уголков губ. То есть у многих женщин с возрастом появляется непосредственно на уголках губ вот определенного направление морщинка. Вот эту морщинку тоже нужно таким же способом разминать. Сначала мы ее растираем, затем проникаем вовнутрь и вот таким способом разминаем. Переходим на носогубную складку. Как я уже сказала, на счет 10 с каждой стороны подобные упражнения проделываются. То есть вы могли заметить, что все упражнения я делаю снизу вверх. То есть ни в коем случае не сверху вниз, а все движения направлены именно вверх. И очень хорошо разминаем и прощупываем именно вот эту мышцу, которая вот именно работает над этим фактом, что возникают вот эти вот уголочки, опускаются. Что касается верхней губы, то есть мы можем также произвести диагностику, сделаем вот так губки и увидим, в каком месте наметились сами вот эти заломы, сами эти морщинки. И начинаем прорабатывать именно верхнюю губу. Также сначала хорошо разминаем. Нащупываем узелочки и спазмы и начинаем массировать. Нажатие должно быть очень нежным, и вы должны сами чувствовать именно ту мышцу, над которой вы работаете. То есть вот так. И постепенно продвигаясь навстречу друг другу, то есть вверх. Все движения, как я уже сказала, должны производиться именно вверх, чтобы мышцы ваши работали вверх. Что касается нижней губы. Когда вы начинаете работать над нижней губой, также можно и скульптурированием заниматься своего овала лица. То есть вот эти брыли — это та же самая мышца, которая потеряла свою эластичность и под действием гравитации начала опускаться вниз. То есть вы проникаете также вовнутрь,
прощупываете саму эту брылю, мышцу опущенную. Извините, что так это не эстетично выглядит, но я предупреждала. На самом деле упражнения классные, очень эффективные. И, конечно, без смеха наблюдать за этим процессом невозможно. Я сама сначала смеялась, но потом я действительно увидела тот результат, который возможно достичь с помощью этих упражнений. В общем, девчонки, можно, конечно, сначала посмеяться, но все-таки делайте, если вы их будете, то результат все-таки не замедлит себя ждать. В общем, делаем это вот так. Большим пальцем проникаем в слизистую оболочку и саму эту брыль нащупываем. Сначала, конечно, ее разогреваем. Делаем диагностику, где спазм, где есть узелочки. И начинаем прорабатывать сами эти узелочки. Над каждым узелочком работаем. Каждый узелочек разогреваем и разминаем. И тем самым убираем этот спазм. Как я уже сказала, на счет 10 все упражнения делаются. Досчитали до 10, поработали над одной стороной брыли, затем начинаем работать над другой стороной. И вот подобные упражнения, если делать ежедневно, как я уже сказала, конечно, это желательно делать в любое время, как вспомнили, так и сделали. Главное, чтобы эти процедуры проделывались чистыми руками, потому что, как известно, слюна – это самая грязная часть слизистой нашей оболочки, поэтому, в общем, для того, чтобы не разносить именно те бактерии, которые находятся на слизистой, все-таки делать, скажем, внутренние все упражнения вот большим пальцем, а все внешние манипуляции делать именно вот оставшимися пальчиками, иначе если вдруг произойдет какое-то соприкосновение, скажем, слизистой и внешней поверхности кожи, могут возникнуть прыщи. В общем-то, не будем разносить инфекцию, а делаем именно указательный палец внутри. Все внешние пальчики работают над вот внешней поверхностью. Подобные упражнения, я знаю, многим девчонкам уже и женщинам помогло избавиться от носогубных складок. Да, еще есть такой способ внешнего массажа, тоже несколько упражнений я вам покажу, и надеюсь, что они вам тоже помогут в борьбе с носогубными складками и пригодятся. Вы можете начать, скажем, вот этот курс именно с разогрева эпидермиса своей кожи, то есть над ноздрёй, вернее под ноздрёй начинаете вот такими круговыми движениями разогревать кожу и по направлению самой вот этой складки, опускаясь, начинаете ее разминать. Есть упражнение тоже классное, которое поможет в борьбе с носогубной складкой. Когда вы разогрели кожу, конечно же, все это на разогретом масле происходит, вы вот такими движениями как бы раздвигаете саму носогубную складку и фиксируете, считаете до 10, отпускаете. Следующую сторону то же самое. Досчитали до 10 и опускаете. Очень хорошо стимулирует работы мышц именно для того, чтобы поднять уголки губ, особенно если вы вдруг заметили, что уголки губ вдруг начали опускаться, делаем такое упражнение. Фиксируем средним пальцем уголки губ, указательным нащупываем мышцу над уголком губ, а средним пальцем нащупываем мышцу над уголком губ. Вы, когда, скажем, приложите вот пальчики, вы нащупаете мышцы, когда будете, скажем, разговаривать. Вот сейчас я разговариваю, и я чувствую, как отдельно работает каждая мышца. Вот когда вы прощупали именно вот это положение, зафиксировали его и начинаете как бы дуть. На сопротивление работаете. То есть вот то, что вы зафиксировали сами мышцы, должно сопротивляться положению ваших губ во время, когда вы дуете. То есть вот так. И отпустили. Подули и отпустили.
подули и отпустили. 10 таких упражнений тоже классно помогут в работе и стимуляции именно мышц, которые отвечают за ваши уголки губ. Конечно же, после всего этого массажа и всей этой процедуры нужны какие-то расслабляющие, освежающие способы, то есть просто умывание прохладной водой, либо вы можете протереть лицо кубиками льда, также делая акцент именно на области носогубной складки, когда сосуды после вот такой интенсивной работы будут сужаться, и вот этот процесс сужения, расширения сосудов тоже классно будут бороться с теми возрастными изменениями, которые будут мешать вашему внешнему виду. Почему, скажем, некоторые женщины сохраняют уголки губ постоянно поднятыми с возрастом? Это, конечно, процесс неизбежный, воздействие гравитации, все стремится опуститься вниз. Конечно, можно опираться на старение, которому подвержены вы, но если вы будете эти упражнения делать ежедневно, либо через день, то те проблемы, которые возникают в процессе возрастного изменения внешнего вида и состояния вашего лица, будут приносить отличный и классный результат. Я надеюсь, что видео было вам полезным. Я надеюсь, что те упражнения, которые я вам сегодня показала, будут эффективно работать на плюс вашей внешности, несмотря на ваш возраст. И если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если видео не понравилось, вы можете поставить пальчик вниз. И подписывайтесь на мой канал. Те, кто подписался, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить уведомления о новом видео на моем канале. Я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.